не совсем мои дети цифровые. Продвигаем наш костюм. Что не включил бег? Ну что там, Брукхелл только? Я не играю в Брукхелл. Да ладно, может, немного поиграем. Нет. Скудумно. Так сразу не я не смеюсь. Я шоколадная. Нет, тогда стойте, подождите. Там, где канистра лежит. Что сейчас за мной инфобокс? Мне уже подруга вот эта вот пишет, моя Полина Бернилова. Как я вижу по своим детям, они встречаются со своими друзьями, они договариваются, что мы выходим в эту игру, и там у них начинается вот это приключение. С какой-то стороны эта игра не может быть полностью какой-то бездушной, бездарной, да, она... у них там свои истории, свой какой-то мирочек создается. Это здорово, с одной стороны, абстрактное мышление развивается. Но когда это переходит грани, или там какие-то убийства у них там начинаются, драки, вот это я, конечно, не очень довольна. Если это будет как-то контролироваться, и люди будут за этим следить специальные, я, в принципе, буду более спокойна, как мать, если мои дети будут в это играть. Но цензура, какое-то ограничение, мошенничество, всякие нездоровые личности, которые там могут встречаться, и начинать общение с моими детьми, я тоже бы хотела, чтобы это как-то отслеживали. Но я не думаю, что прям полный запрет решит проблему. Не будет Роблокса, будет что-то другое. Говорить что угодно, поэтому говорю тебе что угодно. Это очень интересно, увлекательно слушать. Я думаю, что блокировка вообще чего-либо не окончательный вариант борьбы. То есть, людям нужна или альтернатива, и все равно она появится, потому что мы уже с этим знакомы, на это подсажены. И будем искать пути, они все равно, дети будут искать пути, как туда выйти, как поиграть или найти какие-то способы. Не, главное, чтобы вас отсюда никто не хотя по видео сможешь там Ты про беспилотник? Да, про беспилотник. Хорошо. А у меня, конечно, ну что, это всего лишь беспилотник. Что-то я говорю, у нас беспилотник. Это было очень страшно, это грохот был. Точно я не помню, как я начала играть, но помню, что прямо с очень маленького возраста мы с моей сестрой вместе начали играть в Roblox. И мои друзья тоже играют в эту игру и донатят даже туда деньги. Мне, к сожалению, не разрешают, потому что родители считают, что это в какой-то мере, я с ними согласна, что это бессмысленная трата денег, потому что если я потеряю аккаунт, пароль, что-то такое, то эти деньги выйдут просто никуда. Я не считаю, что Roblox стоит блокировать, потому что это в любом случае будет оставаться, все эти проблемы будут также оставаться в нашей стране, и это уже зависит от воспитания, и как дети будут на это реагировать. Большое пространство, где можно самовыражаться, то есть мы сами выбираем, во что играть, как там можно делать персонажа своего, мы сами выбираем, во что одеваться, то есть там царит абсолютная свобода. Думаю, дети все равно найдут какой-то выход из этой проблемы, то есть они все равно как-то выкрутятся, все-таки блокировка в других приложениях уже произошла, и все равно мы им продолжаем пользоваться. Так что, думаю, сильно ничего не поменяется. Мы все равно обойдем как-то этот запрет и продолжим играть. Мы эти методику в школу в начале года. Хорошо, спасибо. Да, мы проводили круглый стол. У нас далеко не в каждой школе есть психолог, это первое. Второе.
Смысловые вещи, которые содержатся в этой игре, они очень вредят нашим детям. Ну, первое, там как раз в этой игре есть и педофилия. Взрослые дяденьки, которые там предлагают разместить в ходе игры свои фотографии обнаженные. Там есть и факты экстремистской идеологии, как раз в этой игре Roblox. Что было в нашем замечательном пионерском детстве, мне кажется, нуждается в том, что... Я могу сказать вам, что сами американцы тоже признали эту игру деструктивной, негативно влияющей на психику детей. В общем-то, поэтому, мне представляется, вступать в диалог можно только с теми, от кого ты ждешь конструктивной позиции. В данном случае цель и задача другая. Вот с помощью этой клубнички вовлечь детей. Другого способа, похоже, нет. Иначе это будет неинтересно производителям этой игры. Фестивали эти денежки и направить их на безопасность. Мы живем в условиях войны, поэтому сейчас... Давайте не будем отождествлять сейчас, наверное, сам запрет и обходные механизмы, инструменты. Если находятся эти инструменты, это означает, что все-таки это кому-то интересно. И тут я поддерживаю президента, который создайте такую игру, чтобы это было интересно, чтобы не искали обходные варианты, а создайте нашу российскую игру. Все создаем, деньги выделяем, больше миллиарда отдали на разработку всех этих работ в социальных сетях. Но пока я не увидела той игры, которая вовлекла бы всех наших детей. Порядка 200 миллионов пользователей активных в Roblox. Из них в России было только 2 миллиона в день. Это очень большая для России аудитория. И популярность ее заключается в том, что здесь можно создавать контент самостоятельно. Многие даже думают, что это можно зарабатывать. На практике скорее нет, чем да. То есть зарабатывают единицы. Но каждый ребенок, немножко поиграв, без особых знаний программирования, мог сделать свою игрушку. Поэтому им интересно играть в кооперативе, в мультиплеере, с друзьями. Фактически Roblox стала такой вот социальной сетью для детей. И это очень круто, но, как мы понимаем, любые соцсети, они тоже несут в себе опасности. Они такие полуроссийские ребята, конечно. А сейчас все полуроссийские. Найти во всех странах мира всех злоумышленников все равно невозможно. И вот эта вот доля этих злоумышленников, доля вредоносного контента в Roblox, она, конечно, не очень большая. Ну, как и в любых таких сервисах. Другое дело, насколько этот сервис шел на контакт с российскими правоохранителями. Допустим, для примера есть Steam, американский магазин приложений, который всегда выполняет все требования российских регуляторов. Поэтому о том, чтобы Steam заблокировать, никаких разговоров не идет. Но здесь очень важно обратить внимание на следующий момент. В Roblox есть родительский контроль. То есть можно переложить ответственность за ребенка на того, на ком она должна быть, на родителя. И каждый родитель должен, собственно, для своих детей его настраивать. И в этом плане, конечно, печально, что Roblox заблокировали, потому что аналогов прямых ему нет. Кто-то из детей пойдет в Minecraft, кто-то в другие игрушки, но очень многие пойдут в неигровой контент. Это YouTube, это различные развлекательные сервисы, мультики смотреть, потому что вот именно такого же сервиса, в котором были бы тысячи разных игр, напрямую больше нет.